Друзья, приветствую вас, это утренний обзор. Обращаю ваше внимание, что сегодня Страстная пятница и большинство западных площадок закрыто. Торгуется Китай, торгуется Россия. А сегодня в собственном соку варится российский рынок. Ну и мы видим, сегодня по Китаю идет легкое снижение по китайскому индексу на текущий момент времени. Так, ну на секундочку, возвращаясь к статистике, которая вчера была опубликована. Международные резервы ЦБ РФ вчера начали расти, то есть до этого было проседание на 30 миллиардов долларов, которые, судя по всему, ЦБ потратил на поддержание курса рубля. Вчера мы увидели небольшой рост на 10 миллиардов, на 13. Это может указывать на то, косвенно, что в ближайшее время не ожидается дальнейшего существенного снижения рубля к доллару. Так, далее количество активных буровых вышек в США от Baker Hughes. Ну, что хотел сказать. Вышкопад продолжается. Каждую неделю минус 60 вышек. Текущие цены на нефть способствуют тому, чтобы сжимался активно нефтегазовый сектор Соединенных Штатов. Сейчас мы пришли к уровню января 2016 года, когда мы наблюдали минимум цен на нефть. То есть это вполне может являться косвенным признаком подтверждения того, что сейчас в ближайшее время, наверное, все-таки по ОПЕК и США будет какое-то решение, которое вызовет стабилизацию цен на нефть. Вот. Если следовать данному графику, количеству вышек, то можно предположить, что еще, наверное, где-то 5-6 месяцев будет продолжаться снижение количества вышек в США, и данное обстоятельство будет способствовать тому, что цены на нефть будут продолжать выравниваться, потому что США добывают очень много нефти, и сокращение активных вышек будет способствовать тому, что добыча нефти в США будет падать. Ну и таким образом, в общем-то, естественный фактор, спрос и предложение будут приходить в соответствие. Но сегодня, несмотря на то, что Страстная пятница и праздник, выйдут данные, ну Китай, понятное дело, вот уже индекс потребительских цен вышел, по нему идет просадка, то есть это указывает на том, что экономика, она пока находится в стагнации, она не восстановилась. Ну и сегодня по Соединенным Штатам вроде бы должна выйти статистика, индекс потребительских цен. Ранее указанная статистика, она влияла на монетарную политику ФРС. Сейчас во главе угла стоят другие приоритеты, чтобы экономика не рухнула. Поэтому я думаю, здесь не уверен, что какое-то существенное влияние на позицию ФРС это сейчас окажет. Ну и в общем-то, по сути все. Текущие цены на нефть достаточно сложным образом повлияли в первую очередь на Канаду, на добычу нефти в Канаде, которая просто схлопывается. Канадская нефть, она достаточно тяжелая, сернистая, и поэтому как раз вот именно все те первые случаи относительно того, что либо очень низкие цены на нефть при закупе, либо они вообще отрицательные, это именно было то, что касательно канадской нефти. Ну вот пошли предположения о том, что текущая ситуация, она будет оздоровлена тем, что начнется освоение космоса, что переключится на ядерную энергию, пойдут инвестиции в область ядерной энергетики, и таким образом будет преодолен текущий кризис. Так, и касательно договоренностей, которые были достигнуты на видеоконференции ОПЕК 9 апреля. Вот я оперирую официальными данными, которые размещены на сайте ОПЕК. Отчет о проведении соответствующей встречи 9 апреля. Помимо стран ОПЕК, России, в данном форуме присутствовали страны-нефтедобытчики Аргентина, Колумбия, Эквадор, Египет, Индонезия, Норвегия, Тринидад, Тобаго, а также Международный энергетический форум в качестве наблюдателей. Так, ну и здесь вот достигнутые договоренности, которые официально заявляются. Потому что слухов сейчас тьма ходит. И новости публикуют каждый во что гораст. Итак, по решению ОПЕК и иных стран, которые принимали участие в
переговорах сократить суточную добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. Данная договоренность вступает в силу с 1 мая 2020 года. И первоначальный период продлится до 30 июня 2020 года. В последующие после этого 6 месяцев до конца 2020 года предполагается снизить суточную добычу на 8 миллионов баррелей в сутки. Далее на период 16 месяцев снизить добычу на 6 миллионов баррелей в сутки. Точкой отсчета для снижения добычи решено взять октябрь 2018 года, за исключением Саудовской Аравии и Российской Федерации, для которых базовой точкой отсчета решено признать 11 миллионов баррелей в сутки. То есть для каждой страны снижение будет исходя из того, что она добывает 11 миллионов баррелей в сутки. И для Саудовской Аравии, и для Российской Федерации. Данное соглашение действует до 30 апреля 2022 года, но его пересмотр будет в декабре 2021 года. Также призыв ко всем производителям, крупным производителям нефти о снижении добычи для стабилизации рынка. Ну, то есть, как бы в совокупности со Штатами, Канадой и так далее вполне может быть достигнуто 15 миллионов баррелей в сутки и выше снижения. Повторная встреча 10 июня, через видеоконференцию для подтверждения текущих условий их выполнения. Данные условия были согласованы со всеми странами, входящими в ОПЕК и не входящими в ОПЕК, за исключением Мексики. И в дальнейшем, то есть как это сработает, будет зависеть от официальной позиции Мексики по этому вопросу. Ну и разумеется, Соединенные Штаты в пятницу 10 апреля на G20 должны все это дело подтвердить. Ну и по логике вещей, я так думаю, суммарное снижение должно быть все-таки на уровне 15 миллионов баррелей в сутки и выше. Скорее всего, Соединенные Штаты окажут влияние на Мексику, и вопрос этот будет закрыт. Я думаю, что все-таки суммарное снижение, оно должно где-то, наверное, 15 миллионов баррелей в сутки составить. Ну, хотя, опять же, Штаты могут все-таки оперировать и на том, что только на 10 миллионов баррелей в сутки и этим ограничиться. Вот. Но что-то мне подсказывает, что цифра итоговая она будет больше. Ну и, конечно же, я думаю, с Мексикой вопрос будет решен очень быстро. Ну и вот заявление африканских производителей нефти, тоже на официальном сайте ОПЕК, о том, что они всецело поддерживают позицию по снижению нефти и будут к ней присоединяться. Тем не менее, есть мнение о том, что сделка ОПЕК она не решит проблему с хранением добываемой нефти, поскольку хранилища заполнены близки к полному заполнению. И даже с учетом запланированного снижения все равно будет избыток добычи. И этот избыток добычи, он, поскольку его некуда будет девать, он окажет сильнейшее давление на цены на нефть. И в моменте, когда добываться нефти будет больше, чем потребляется, и при этом хранилища будут переполнены, то вот тот кошмарный сон нефтяников, который возник в Канаде, когда была отрицательная стоимость нефти, он может стать общемировым трендом в моменте. То есть, если добывается нефти больше, чем потребляется, и хранилища все заполнены, а они уже близки к заполнению, там по разным оценкам осталось 20 или 10% мощностей залить, то в этой ситуации мы можем увидеть сильнейший удар по ценам на нефть мировым. Ну и вот заявляется, что для того, чтобы такого не произошло, необходимо, чтобы снижение добычи было на 30%, то есть на 30 миллионов баррелей в сутки. Разумеется, никто из нефтедобытчиков такую цифру не рассматривает. И, скорее всего, с учетом сегодняшнего совещания итогового на G20 и принятия решения со стороны Америки и другими развитыми странами на G20, диапазон, наверное, будет 15 миллионов баррелей в сутки снижения. Вчера звучала цифра 20. Возможно, что и на 20 договорятся, но пока речь идет, наверное, о 15 плюс.
То есть ОПЕК вчера о 10 миллионах баррелей договорился. Сегодня ожидаем решения на G20 от Соединенных Штатов и компании. Скорее всего, цифра будет закреплена 15 миллионов. Ну, если, скажем так, очень все будет круто, возможно, все-таки и до 20 догонят. Но в любом случае уже есть четкое понимание, что 10 миллионов точно будет. То есть уже полного краха переговоров не возникнет. То есть в любом случае, если даже, скажем так, никто не захочет идти навстречу, уже как бы 10 миллионов, считай, в кармане лежат. На Мексику, наверное, Трамп с очень высокой степенью вероятности окажет влияние. Мексика под всем подпишется. Ну и как вариант, все-таки американцы до 15, может быть, до 20 миллионов баррелей добычу сократят. Но при текущем соотношении спроса и предложения 30% должно быть снижение, иначе мировые мощности хранения, они в ближайшее время будут переполнены, и это может привести к краху моментальному цен на нефть, когда суровая действительность относительно того, что цены упадут до 10 и менее долларов за баррель, а то и до отрицательных значений, она станет реальностью. Поэтому вот данный вопрос, несмотря на то, что будет достигнута договоренность, его тоже нужно держать на контроле. Что черный лебедь может прилететь со стороны переполненных хранилищ нефти. Ну вот еще одна статья о том, что несмотря на то, что срезали только на 10 миллионов, договорились баррелей, все равно как бы цены на нефть росли и не упали. Но смотрите, здесь, во-первых, это предварительная договоренность без США. США в пятницу будут добро давать. С учетом текущей ситуации и обвального падения, как мы с вами видели, количество буровых, я думаю, Штаты здесь проявят некую дальнозоркость. И итоговое решение, я предполагаю, возможно, будет 15, а то и 20 миллионов баррелей. Снижение добычи в сутки общемировое. Но и то, как бы мы с вами видели, там предыдущая оценка, которая гласит, что если 30 миллионов не срезают, то есть 30%, то это в ближайшее время может привести к коллапсу переполнения хранилищ и внезапному падению цен на нефть. Ну и вот еще мнение одного обозревателя по нефти о том, что цены на нефть упадут на 20 долларов, поскольку предполагается спрос в апреле упадет на 27 миллионов баррелей в сутки. Достигнутые договоренности, они не приведут к тому, что спрос будет соответствовать предложению, хранилища будут переполнены, и это самым негативным образом окажет воздействие на цены на нефть. То есть риск здесь еще идет, исходя из того, что хранилища нефтяные уже заполнены почти под завязку, немного осталось. И то, что вот эти решения, которые приняты, они в любом случае при самом благоприятном раскладе, то есть даже если договорятся все-таки о 20 миллионах баррелей в сутки снижения общемировом, не 10, а 20, и это будет заявлено, уже как бы в мае или в конце апреля может возникнуть такая ситуация, когда переполнены нефтехранилища мировые, нефть качается, ее качается больше, чем потребляется, и все, и будет краш цен на нефть. Потому что ее надо будет куда-то девать, и отдавать ее будут даже по нулевой или отрицательной стоимости. Ну и вот статья на Bloomberg о том, что саудиты с Россией порешали бы, да вот тут Мексика уперлась. Но здесь, в общем-то, расклад следующий, что Саудовская Аравия и Россия режут добычу около 8,5 миллионов баррелей в день. Это очень существенно, это очень сильно. Остальные члены ОПЕК, ну и страны, которые присутствовали на этих переговорах, еще до десяточки срезают. Вот. И далее в пятницу весьма вероятно, что Штаты и компания договорятся о снижении еще на 5 миллионов баррелей в сутки. Итого как бы общее решение будет снизить наиболее вероятный сценарий на 15 миллионов баррелей в сутки по всем странам. Проблема возникла с Мексикой.
представитель Мексики не захотела снижать на 400 тысяч баррелей, как ей предписывали. Вот, и поэтому там был скандал, ругались, как в прошлом с Россией чуть ли такая ситуация не возникла. Вот. Но уже после того, как завершилось заседание, мексиканская сторона в Твиттере сообщила, что вот мы готовы поддержать только в том случае, если снижение будет не 400 баррелей в сутки, а только 100. Вот. Но я думаю, сегодня Штаты с ними проведут политическую информацию, и Мексика согласится с теми условиями, которые выдвигаются. Ну, потому что как бы из одной страны, тем более тут не такой большой массив, как в случае, там, допустим, то, что Саудовская Аравия и Россия, и Соединенные Штаты, я думаю, что Мексике объяснят, что эгоистическая позиция в данном случае, она неправильная. И поэтому наиболее вероятный сценарий все-таки сегодня придут к консенсусу сокращения добычи на 15 миллионов баррелей в сутки. Здесь какой риск по факту этого возникает? Что прогноз падения в апреле на 27-30 миллионов баррелей в сутки, то, что договорятся на 15, это хорошо, тем более если будут выполнять. В моменте это может привести к крашу цен на нефть, потому что будет производиться больше, чем потребляется. Поэтому на фоне данного сценария можем в конце апреля-мая обновить, сходить на лои, там до 10 долларов за баррель, и потом ситуация выровняется. То есть 15 миллионов это решение, скорее всего, проблемы в среднесрочной перспективе, но кратковременно, на каком-то временном этапе, там месяц-полтора, это может вызвать значительное падение цен на нефть, потому что переполненные хранилища будут, потом все придет в норму и опять будет возврат, диапазон 30-40 долларов